Увидев, что Арджуна охвачен состраданием и скорбью, а глаза его полны слез, Мадхусудана Кришна произнес такие слова. Верховный Господь сказал: «О Арджуна, как могла эта скверна одолеть тебя? Такое поведение недостойно того, кто знает истинную цель жизни. Оно приведет человека не в рай, а к бесславию. О сын Притхи, не поддавайся унизительному малодушию, оно не подобает тебе. Вырви из сердца эту постыдную слабость и воспрянь, о герой, карающий врагов». Арджуна сказал: «О покоритель врагов, сразивший демона Мадху, могу ли я выпускать стрелы в таких людей, как Бхишма и Дрона, которых я должен боготворить? Уже лучше просить подаяние, чем существовать ценой гибели великих душ, которых я считаю своими учителями. Пусть ими движет корысть, они все равно остаются моими наставниками. Если они погибнут, все то, чем мы собираемся наслаждаться, будет запятнано их кровью. Еще неизвестно, что лучше для нас – победить их или потерпеть поражение. Если мы убьем сыновей Дхайтараштры, жизнь потеряет для нас всякий смысл. Но вот они стоят перед нами на поле боя. Я больше не знаю, в чем состоит мой долг, и постыдная слабость скупца лишила меня самообладания. Поэтому прошу, скажи прямо, что лучше для меня. Отныне я твой ученик и душа, предавшаяся тебе. Наставляй же меня. Я не знаю, как совладать с этой иссушающей меня скорбью. Я не смогу избавиться от нее, даже если завоюю процветающее земное царство, которому не будут грозить никакие враги, и обрету власть, какой обладают небожители». Произнося эти обращенные к Кришне слова, Арджуна, покоритель врагов, промолвил: «Говинда, я не буду сражаться», и умолк. Тогда Кришна, находясь между двумя армиями, с улыбкой сказал охваченному горем Арджуне следующее. Верховный Господь сказал: «Ведя ученые речи, ты сокрушаешься о том, что недостойно скорби. Мудрые люди не скорбят ни о мертвых, ни о живых. Не было такого времени, когда бы не существовал я, ты и все эти цари, и в будущем никто из нас не перестанет существовать». Воплотившаяся в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, а затем на тело старика, и точно так же после смерти она переходит в другое тело. Трезвомыслящего человека такая перемена не смущает. О сын Кунти, счастье и горе приходят и уходят, сменяя друг друга, как зима и лето. Они возникают от соприкосновения чувств с объектами восприятия, поэтому нужно научиться терпеливо переносить их, оставаясь невозмутимым. О лучший из людей, тот, кого не выводят из равновесия радости и невзгоды, кто всегда остается спокойным и невозмутимым, воистину достоин освобождения. Мудрецы, узревшие истину, пришли к заключению о бренности материального тела и о неизменности вечного, о неизменности души. Они сделали этот вывод, тщательно изучив природу того и другого. Знай же, то, чем пронизано материальное тело, неразрушимо. Никто не может уничтожить бессмертную душу. Материальное тело вечного, неуничтожимого и неизмеримого живого существа обречено на смерть. Поэтому сражайся, о потомок Бхараты. Тот, кто считает живое существо убийцей, так же, как и тот, кто думает, что оно может быть убито, не обладает знанием, ибо душа не убивает и не может быть убита.
Душа не рождается и не умирает, она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерожденная, вечная, всегда существующая и изначальная. Она не гибнет, когда погибает тело. О Партха, как человек, знающий, что душа неразрушима и вечна, что она нерожденная и неизменная, может убить кого-либо или заставить убивать. Как человек, снимая старые одежды, надевает новые, так и душа входит в новые материальные тела, оставляя старые и бесполезные. Душу нельзя рассечь никаким оружием, сжечь огнем, намочить водой или иссушить ветром. Эту индивидуальную душу нельзя разбить на куски, растворить, сжечь или иссушить. Неизменная, неподвижная и вечная, она пребывает повсюду и всегда сохраняет свои свойства. Душа невидима, непостижима и неизменна. Зная это, ты не должен скорбеть о теле. Но даже если ты думаешь, что душа постоянно рождается и навеки умирает, у тебя все равно нет причин для скорби, о могучерукий Арджуна. Тот, кто родился, непременно умрет, а после смерти снова появится на свет. Это неизбежно, поэтому, исполняя свой долг, ты не должен предаваться скорби. Вначале все сотворенные существа находятся в непроявленном состоянии. На промежуточном этапе творения они проявляются, а после уничтожения Вселенной вновь переходят в непроявленное состояние. Так стоит ли оплакивать их? Одни смотрят на душу, как на чудо, другие говорят о ней, как о чуде, третьи слышат, что она подобна чуду, а есть и такие, кто даже услышав о душе, не могут постичь ее. О потомок Бхараты, того, кто пребывает в теле, невозможно уничтожить, поэтому ты не должен скорбеть ни об одном живом существе. А что же касается твоего долга, то знай, что для тебя, как для кшатрия, нет лучшего занятия, чем сражаться за устои религии. Стало быть, у тебя нет причин для колебания. О Партха, счастливы те кшатрии, которым возможность сражаться приходит сама собой, открывая перед ними врата рая. Но отказавшись сражаться, ты навлечешь на себя грех пренебрежения своим религиозным долгом, и твоя слава воина померкнет. Во все времена люди будут говорить о твоем позоре, а для человека с именем бесчестие хуже смерти. Великие военачальники, которые были о тебе столь высокого мнения, решат, что только страх заставил тебя покинуть поле боя, и сочтут тебя ничтожеством. Враги станут хулить тебя и смеяться над твоей немощью. Что может быть мучительней этого? О сын Кунти, либо ты погибнешь в бою и достигнешь райских планет, либо победишь и будешь наслаждаться земным царством. Поэтому наберись решимости, встань и сражайся. Сражайся во имя сражения и не думай о счастье и горе, потерях, приобретениях, победе и поражении. Действуя так, ты никогда не навлечешь на себя греха.